Ну что, привет, друзья, с вами снова Яна, и вы на канале Na'Vi Junior. Давненько мы уже с вами не виделись, тем более вот в таком формате. Поэтому сегодня, в этот чудесный субботний день, я решила прикатить к Топе в гости для того, чтобы провести с ним целый день. Поэтому без всяких предисловий подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео авансом. Ну а мы зовем Топу и погнали. Привет. Привет. А давай как-нибудь по-нормальному. Это как? Кулачком Вот оп, потом пальчиками вот так оп, а потом вот так вот. И вот так вот. Топыч, наконец-то я тебя смогла вытащить из твоего плотного графика, чтобы прогуляться на улице в такую чудесную погодку. Погода действительно чудесная. Ну, плюс 2 градуса, сравнительно с тем, что было минус 14, это очень даже тепло. Было жутко, да. Я предлагаю пойти в парк и немного прогуляться. Ты совсем недавно благополучно переехал на новую квартиру. Да. Это твоя первая съемная квартира? Да, это моя первая съемная квартира. До этого я жил с родителями все время в одной комнате. И если там касательно говорить стримов или каких-то турнирных игр, это не всегда было просто. Потому что на заднем фоне там мог работать телевизор, там еще что-то. Папа залететь? Ну, могло быть и такое, да. Сделать легкий контент, так сказать. По каким критериям ты вообще себе отбирал квартиру? Потому что ты у нас коренной киевлянин, который всегда жил на правом берегу и переехал по итогу на левый берег. Да, ну у меня никаких критериев не было абсолютно. Где это находится, вообще было без разницы. Главное, чтобы было максимально комфортно. Я это рассматривал с той стороны, то, что 80% я просто сижу дома, да, и хочется просыпаться и просто находиться в комфорте. Просто хотелось, чтобы ты не жил в какой-то такой, можно сказать, будке маленькой. Просто, чтобы было немного побольше места, для того, чтобы это тебя не сковывало. И как ты по итогу выбрал именно эту квартиру? Кто тебе в этом помог? Яна решила почему-то мне скинуть вариантик. После нескольких просмотренных квартир я приехал сюда и решил, что да, это то, что нужно. Ты в этой квартире встречал Новый год или дома? Новый год я довольно-таки банально провел, но ни в коем случае не жалуюсь, это было прекрасно. Я встретился с родителями, встретился с ними Новый год, потом встретился с другом на кофе и поехал домой, запустил стримчик где-то в 4 утра и стримил до 11 утра. Я пишу. Подвигайся. Не будешь? Я просто не знаю, как по-другому подвигаться. Я пишу. Да. А чем ты вообще занимаешься в свободное время? Вот когда у тебя выпадает возможность, там, не знаю, ты не практикуешься, нет турниров, нет тренировок. Мне очень нравилась всегда тема машин. Не буду скрывать, я прикупил себе небольшую маленькую машинку. Да, она старенькая, но она мне дарит массу удовольствия и эмоций. Я немного там доделал ее, и все еще. Это как проект у меня. Я с самого детства хотел такую подобную машину, как Корч, может, кто-то поймет, да? Это будет полуспортивная машина. Угу. Вот, и я двигаюсь в этом направлении. У вас сейчас такая тенденция в команде, вы все активно ходите в автошколы, кто-то ходил, кто-то еще ходит, и сдаете на права. Да. Кто задал такую тенденцию в команде? Я не знаю, наверное, самый первый пошел все-таки я. Ну, я и раньше хотел это сделать, просто не было как-то возможности. Вроде как время было, с одной стороны. Потом у меня было желание, и потом вот перевернулся такой вот вариант с этой машиной. Взять ее задешево. И пришлось уже пойти, потому что я давно этого очень хотел. Как вообще прошло твое обучение в автошколе? Потому что у меня это были вырванные 3 месяца. Довольно-таки просто. Я с самого детства за рулем, можно сказать. Там, как только подрос, минимально уже сидел у папы на руках, рулил в поле где-то. Сам с трудом уехал домой. Ну, да. Причем один в машине. Вот, да. У папы на руках рулил, потом уже в поле начинал ездить сам. Это все было на механике, на автомате никогда не учился. И вот в 14-15 лет я аккуратненько по селу уже там мог отвезти кого-то в магазин. Ну, либо там на рыбалку выезжали. Кого-то в магазин, тот, кто не мог сесть за руль, да? Ну да. Знакомая история. А как ты сдавал экзамен в ГАИ? С первого раза сдал? Со второго. Внутренний я сдал со второго и в ГАИ с первого. Сложно было? Ну, местами. Есть некоторые вопросы, которые, по моему субъективному мнению, не сильно пригодятся для водителя такого, как я, легковой машины. Это может быть вопрос по типу, как должны организованы там дети, да, ходить, какими группами. Но мне это, я считаю, это не обязательно знать. Поэтому... В твоем мире дети по дорогам не ходят. Ты же в свое время занимался активно футболом, потом перестал. Что послужило причиной? Я занимался футболом с 5 лет. Меня взяли еще в более взрослую группу, тогда состава по 99-му году не было. Меня взяли в 97-й. Там был тренер, который обучал моего папу. У меня так папа занимался футболом в той же школе, а брат занимался в той же школе. И потом в итоге я попал к тренеру, который тренировал моего брата. Но это уже было потом. Вот, поиграл я где-то 11 лет. И потом у меня начались проблемы с коленями. И однажды я просто
выходил на улицу, и у меня ноги вот так вот подкашивались. Начал ездить на обследование, МРТ, УЗИ, ничего не показали. Сказали просто, вот надо что-то лечить, а что не сказали. В итоге отстранили меня полностью, меня запретили даже просто бегать, не говоря уже заниматься там профессиональным спортом. Сейчас это уже как-то перерослось, и все нормально. Слушай, ты сказал про своего брата, я вспомнила очень забавную вещь. Друзья твоего брата дали тебе кличку, прозвище в свое время. Пельмень. Пельмень? Где вы это нашли? Мой брат занимался постоянно футболом, и с самых пеленок, можно сказать, меня возили постоянно на матчи. Вот, и там, я так припоминаю, и брат плюс рассказывал, что да, была такая пельмень. Я просто такой щекастый был молодой человек, когда маленький был. Щекастый был, да? Да. И остался. Какую тачку ты себе прикупил? Давай Я перейдем себе уже к ней. прикупил старенькую Honda Civic. Это называется модель EJ9 Мгм. через точечку 96-го года. Она была в ужаснейшем состоянии. На ней работал человек до этого вообще в суши. Ну, то есть Ну, типичная история. она никак не подозревала, то, что она будет как-то там минимально задействована, там, это грубо сказать, в автоспорте. Но Мгм. я, в общем, дарю ей вторую жизнь. Вот так вот. Сколько ты примерно уже потратил на апгрейд своего автомобиля? Времени. Времени я потратил полгода. Ну, много вкинул? Ну, много. Но я вкинул больше в 1,5 раза или ближе к 2, чем она стоила изначально, Не жалеешь? сверху. Бывают, конечно, моменты, когда жалею, но когда в нее сажусь, то как бы это забывается. Когда ты нам уже покажешь свою машину? Да прямо сейчас. Серьезно? Да. Ну, так Она тут погнали. недалеко стоит. Я вижу же твою ласточку. Ласточку. Тяжело назвать ее ласточкой, но я ее люблю на самом деле. Ты дал уже какое-то кодовое название? Кодовое название? Да. Нет, кодового названия еще нет. Видно то, что время ее покалечило, да, немного, но в целом внешне никаких изменений особо нет. Много сделано по технической части. Я поставил абсолютно другие тормоза, Мгм. перекрасил суппорта. Ну, я знаю, у тебя жесткие Поменял тормоза. полностью подвеску. Это бюджетный вариант, но это уже спортивная полноценная подвеска с стойками, там, пружинами и так далее. И в целом все. В планах у меня еще ее перекрасить баллончиками в какую-то стилевую такую штуку и поставить турбину, которая уже куплена, будет ехать на реставрацию. Я предлагаю немножко сесть в салон, потому что прохладно. Мы можем сесть в салон? Да? Покажешь там, что внутри? Пойдем. Интересно, она откроется с первого раза? Открылась? Да. Вау! В общем, внутри тут ничего такого не изменилось. Поменялась просто коробка передач, да, именно держатель, можно сказать, да, ручка КПП. И поставил спортивный руль. А что на зеркале заднего вида висит? Это пахучки или вонючки, называйте как хотите. Можно по-разному. Просто понравился принт, и тоже понравился принт. Для меня это как стильно. Не знаю, это прикольно выглядит. Тачка вообще на ходу? Такой вопрос. Слушай, ну, вчера было да. Я не знаю. Ну, прокатишь? Можем попробовать? Давай, давай. Было трудно, но у нас все вышло. Да. Так, я пристегиваюсь. Буквально здесь вот, на парковке кружочек. А у тебя не работает фара, ты знаешь, да? Я решила тебе просто сказать, что ты знала. Это ничего страшного. Топыч! Попросила прокатить на свою голову, да. I'm about to make them disappear. I don't wanna see no tears. This is only the beginning. Losing is my only fear. Take some time away from my peers. Started working hard for my career. Мне нравится, что мы так залетели сразу с скейтером. И все такие типа, господи, что это за тачка, что это за человек? Настолько плохо? Боже. Что у тебя в багажнике? Ты такой разворачиваешься и просто начинаешь убегать. А я не знаю, что у меня в багажнике. Ого! Это не человек, вы не подумайте. Это у меня оторвался подкрылок из-за того, что машина очень низкая. Я его в итоге оставил на дороге, поехал, съездил за мусорным кульком в магазин, вернулся. Он там еще лежал. Мы так много говорили о твоей квартире возле озера, что я порядком замерзла. Тогда я приглашаю к себе. Я с удовольствием погнали. Ну окей, рассказывай, что у тебя где находится. Могу сразу показать ванную, но тут
Наверное, ничего такого нет. Ванная, раковина, унитаз, стиральная машина, зеркало. Я думаю, тут нечего много рассказывать. Да, ничего необычного абсолютно. Здесь у меня большая гардеробная. Там еще включается подсветочка. Но тоже в целом большая гардеробная, все удобно, есть куда сложить вещи, курточки. Ты, кстати, всё. уже все привез? Да, абсолютно все. Тут у меня холодильник, кухня. Ну, холодильником я особо не пользуюсь. Окей. Все на доставках и так дальше. А как часто ты заказываешь вообще еду? Ежедневно. Но я все-таки хочу прийти к тому, чтобы готовить сам. Я готовил уже пару раз, но как-то до этого не доходят руки, потому что А что ты готовил? после тренировки я приготовил себе, сварил спагетти, взял куриную грудку, замариновал в соевом соусе с медом, с приправкой, и получилось на самом деле очень вкусно. Ты живешь уже здесь месяц. Да. И для того, чтобы сказать, что ты наверняка обжился, у тебя должно быть 3 пункта. Первое – это пакет с пакетами. Второе – это боксы для еды. И третье – это аптечка. Ну, это можно назвать аптечкой, и пакет с пакетами у меня уже есть. Тут уже много всякого интересного. И что еще? И боксы для еды. Ну, у меня есть на самом деле. Они в холодильнике, но там... Но холодильник мы не показываем, к сожалению. Твое рабочее место Да, непосредственно. мое рабочее место. Тут я поставил стульчик для того, чтобы можно было откинуть сидушку, закинуть ноги, почилить. Решил сделать вот такую обстановку. Мне кажется, все очень удобно, я именно так и видел. Тут у меня стоит вебка, которая направлена вот так. Мне очень нравится задний фон. Все как-то гармонично для меня. Я вот когда пришел в эту квартиру, сразу понял, что я хочу именно вот так вот. У меня сложилась такая картинка. И в итоге я к этому пришел. Мое спальное место, там панорамное окно, в которое лучше смотреть только ночью. Давай посмотрим. Но там вдалеке где-то можно разглядеть мост. На 6 из 10 в целом. На 6 из 10. Что у меня есть на ПК? Давай откроем Steam, посмотрим, что у тебя там в Steam есть интересного. На ПК у меня установлена Dota, CS, Among Us 1.6 и SEA Формула 1, в которую я заходил, кстати, недавно на выходных. А сколько ты в CS наиграл? Всего лишь 11 648. Всего лишь. Если привести это в дни, 11 650 мы делим на 24, 485 дня. 485 дней. Это 1,5 года получается. Да, года 3 месяца примерно. А в доту сколько ты наиграл? В Доту наиграл 1200 почти. Ну, так-то немного. Так я в Доту изначально начинал играть, когда она прям была по инвайтам. То есть тебе там надо было писать письмо в Valve, они тебе высылали инвайт, потом еще высылали еще один инвайт, их можно было вообще обменивать на ключи, тогда просто так в Доту нельзя было поиграть. Только избранные. Пусть будет так, да. Ты писала hello, Gabe. Да, How are you? лично, I на wanna домашний play. адрес. Но в то же время, когда ты переехал на эту квартиру, у тебя довольно-таки сильно изменился график. Ну, можно сказать, относительно. Потому что добавились какие-то дела, которые, никто, кроме меня, не может сделать. Да, если там дома кто-то мог это сделать, там мама или еще кто-то, то тут надо все делать самому. Сейчас я просыпаюсь, чищу зубы, иду в душ, завтракаю, пью чай, тренировка, заканчивается тренировка, я отдыхаю, может, часик могу поваляться, посмотреть что-то на телевизоре. Сейчас я, например, начал смотреть сериал «Бумажный дом». Я не видела. Это прям мой фаворит, всем советую обязательно обратить на это внимание. И после этого я просто могу там либо постримить, либо дополнительно поиграть и все, спать. Ну, либо Либо в тачку. в тачку и куда-то на кофе. А, кстати, как родители отреагировали на то, что ты переехал на отдельную квартиру? Но они живешь изначально самостоятельно? были не против, потом я понимаю то, что уже начали скучать. Ну, в целом, я не знаю, я думаю, то, что они могут быть довольны, то, что я могу это себе позволить, да, сейчас, и довольно-таки самостоятельный молодой человек. Они у тебя уже были здесь? Мама была, папа еще не был. Мама была, наверное, когда ты приезжал. Да. Мы с мамой наводили порядки, все обустраивали и так далее. Отмывали квартиру. Нужно было Сеню позвать. Ты уже устраивал здесь какие-то тусы? Наверняка же приглашал уже друзей. Какие тусы? У меня друзьям по 30 лет. Какие тусы? Они приехали, попили чай, спать, все. Отправил по домам, да. Ну, в PlayStation играли. Кстати, по поводу плойки. Что ты играешь на плойке? На плойке играю, если кто-то приезжает в гости. Я люблю в UFC поиграть. И можем поиграть в FIFA, либо в NBA. Ну, в NBA я играю с братом. У меня брат прям плотненько играет в NBA, ярый фанат. Так, можем с тобой сейчас катнуть в UFC? UFC? Да. Я ни разу не играла, сразу говорю всем, я ни разу не играла в UFC, я играла в Mortal Kombat. И на катании бы тебя развалило. Но раз UFC, можем сыграть с тобой Mortal в UFC. Kombat у меня нет. Так сложилось внезапно. Так что можем с тобой скатать Давай. катку в UFC. Ну, тогда будет достаточно.
А ты вообще приблизительно Зажимать дашь? R2 и R. Так, хорошо, R2 и R. Окей, все, я поняла. Первое, что я должна сказать тебе, ты пока постоишь, а я попробую комбин. Да ладно, вставай, Макгрегор, вставай. Как Подняться встать? 2 джойстика вверх. Опа! Так, вставай. Подожди, отойди, отошел. Да ну что такое? Макгрегор, соберись. Не, ну ты попросила не поддаваться. И следи за выносливостью. Да ну, у меня не работает джойстик. Давай, ну бей его. Ну давай, захват со спины, давай. Блок. У тебя друг упал. Лежачего добил. Я просто обязана у тебя взять реванш. Но это будет немного попозже. Друзья, огромное вам спасибо за то, что провели с нами эти пару часов. Я надеюсь, что я смогу научиться играть в UFC когда-нибудь и возьму обязательно реванш у Топы. А пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, как вам это видео. С вами были Яна, Топа и канал Нави Джуниор. До скорых встреч!